Здравствуйте, с вами Карлыгаш Сабекова. 9 лет казахстанские исполнители штурмовали песенный конкурс «Славянский базар». И вот свершилась стопроцентная победа Димаша Кудайбергенова. Порадовала всех нас. J'ai toujours fondé la vie avec le bon dessiné. Je compte dans sa vie, tu métamorphoses. Je sens quelque chose qui m'attire, qui m'attire, qui m'attire pour les Сегодня у нас в гостях Димаш, приветствуем. Поздравляем с победой, очень достойно выступил, конечно. И как-то очень тихо уехал на конкурс, ну не было такого пиара, что вот я отправляюсь, болейте за меня. Зачем это? О, как зачем? А поддержка? А чтобы знали? Зато теперь все знают. Теперь все знают. Я всегда более люблю спокойствие, потому что уже после того, как все узнают, что ты едешь на этот конкурс, уже начнут говорить: давай, братишки, давай, давай. Вообще надо было сосредоточиться только на конкурсе и все. И поэтому я никому не говорил, не так тихо как-то. Ага. Но на сцене очень уверенно держался. Прямо вот выложился и чувствовалось, как будто никакого волнения. Было волнение, потому что, ну, как будто хозяин сцены. Вот кто увидел, наверное, со мной согласится. Ну, волнение чуть-чуть было только, чуть-чуть. Но вообще на конкурсах побеждает тот, кто более всех стрессоустойчив, да? И вы бы видели, что они творили на репетициях, они все так круто пели. Если бы они спели так, как на репетициях, они бы, наверное, возможно, кто-то бы и забрал гран-при. А зачем ты слушал, как другие поют? Не боялся того, что на их фоне почувствовать хотя бы чуть-чуть себя не победителем? Или специально, или это твоя такая тактика? Ну, я всех изучать послушал. конкурентов. Я всех изучаю, да? Там все друг друга изучали. На репетициях, на первой репетиции как-то они по-другому пели, и после того, как они друг друга увидели, на второй репетиции они там добавили побольше мелизматики, побольше высоких нот, чтобы раскрыть весь потенциал своих голосовых возможностей, да? И на репетициях как-то все по-другому было, и на концерте все как-то спели, конечно, по-любому нелегко же петь там перед многотысячной аудиторией. И там прямой эфир во всех странах СНГ, поэтому чуть-чуть волнуешься. И были там все, вообще все, по идее, достойны гран-при. Все суперские исполнители были. И я как-то более спокойнее отнесся к этому, и мне удалось собраться за сценой. Молодец, это было заметно, и сразу же первый конкурсный день показал, что ты с первого дня стал лидером. Чувствовала, что все, победа здесь, или все-таки чувствовала, что надо будет побороться? Конечно. Ну, вообще на конкурсах всегда решает первое впечатление. Первый день я исполнил песню «Дойди до», это казахская народная песня. К сожалению, многие молодые люди думают, что это моя собственная песня. Нет, это народная песня. Мағжан Жұмабаев написал когда-то, и так случилось, что эта песня стала народной. И эта песня понравилась витебской публике в первый день. В полуфинале я ее исполнил. К сожалению, многие почему-то не поняли, почему я именно на русском и на французском спел, а на казахском не спел, да? Потому что полуфинал показывали только во всех городах Беларуси, но не на просторах СНГ. А только финал и второй финал, который концерт проходил. Ну смотри, прямо да? Стратегия была выработана. Сработало, да. Продумано. А кто песни выбирал? Кто помогал? На конкурсах песни всегда я выбираю сам. Сам выбираешь, да? Структуру создаю я сам. И понтуюсь вот тоже сам. Да, такой. По идее, преподавательница мне помогает, конечно, но в конце концов петь ты должен. Я же лучше. Должен прочувствовать эту да, песню. Я должен прочувствовать, пережить. Вот, Димаш, это же не первый твой конкурс. Ты очень много в конкурсах поучаствовал и заработал, в принципе, на этих конкурсах. Это что такое вообще? Твое увлечение, что вот нужно участвовать обязательно? Там, можно перечислять эти конкурсы, их там несколько. В принципе, такие международные конкурсы. Ну,
Тебе нравится участвовать в конкурсах? Нравится, очень нравится. Потому что Чувство конкуренции, борьбы? проверка на прочность. Проверка на стойкость, на прочность. И в конце концов, я всегда мечтал о том, чтобы вот представить страну на таком вот большом конкурсе, как «Славянский базар». Я с детства мечтал об этом конкурсе. Если скажу, сейчас мало кто поверит, я с 10 лет мечтал об этом конкурсе. Каждый год смотрел. Именно «Славянский базар», а Да. другие конкурсы, которые у нас очень популярны, «Тюрквижн», «Новая волна». «Тюрквижн» год назад только открылся, и «Тюрквижн» конкурс песен, там надо ехать с победоносной песней, да? На таких конкурсах тоже должен быть хороший репертуар, но там, кажется, больше на голос смотрят. И поэтому я всегда мечтал выступить на «Славянском базаре» с оркестром, поскольку я по профессии закончил оперное пение, да? И сейчас обучаюсь эстрадному вокалу у преподавателя Майры Тырлыбековны Давлетбах, профессор, заслуженная артистка Казахстана, очень популярная певица у нас. Вот она до последнего момента со мной ходила за сценой, вот до того, как я вышел на сцену, она вот так сидела, стояла рядом со мной, как моя мама родная. Ну, нужно, кстати, сказать, что изначально ты рос в очень творческой среде, твоих родителей знают старшее поколение, это дуэт Айтбаевых, которые многие знают, помнят. Это тоже помогает, конечно же. Я всегда мечтал учиться у преподавателя Марата Ожабаевича Атимов, который когда-то преподавал моей маме. А получается, вот с такого возраста решил отдать себя творчеству? Или родители где-то, может, отговаривали? Нет. Нет? И вот слава Аллаху, то, что я родился в семье музыкантов, потому что могло быть так, что я родился в другой семье, они бы отговаривать начали бы, да, меня. А здесь не было такого, да? Нет, вообще. Ну, у вас поющая семья. Они всегда меня во всем поддерживают, всегда мне доверяют, что бы я ни делал. Если я где-то там вдруг неправильно поступлю чуть-чуть, вот по молодости, они с пониманием относятся и всегда на моей стороне. Вот, я очень счастливый человек. И я всегда мечтал стать таким, как мой преподаватель, да, первый, Марат Ожабаевич Атимов. Даже я помню тот момент, когда в 99-м году, когда мне было 4 или 5 лет, я поступил в детскую студию колледжа имени Ахмета Жибанова у нас. Тогда я обучался по классу фортепиано, хор, вокал. И как-то меня на сцене объявляют, на сцене поет Марат Атимов. Я такой выхожу, 5-летний, с длинным микрофоном. Я всегда мечтал стать таким, как он. Когда я впервые увидела тебя на сцене, и наша встреча вот в жизни, первое, что я для себя открыла, это, конечно же, то, что ты очень высокий, 1,83 м. Сейчас 91. 1,99 м? Один. 91? Растем, да? Значит, я в интервью где-то в старом прочитала. Да, это было, наверное, 4 года назад. Да. Так что те телезрители, которые думают, что ты невысокий, да, человек, скажу нет, у нас на эстраде появился высокий, красивый, талантливый исполнитель. Спасибо. Это связано с увлечением со спортом? Я как-то в переходном возрасте занимался тайквондо 3 года. И мы в неделю 2 раза играли в баскетбол. Да. По 2 часа. Наверное, это тоже повлияло как-то. И я очень люблю плавать. Я 4 года подряд, почти каждый день я ходил на плавание. А как результаты спортивные? Может быть, из тебя получился бы великолепный спортсмен? Нет? Вряд ли. Да. Даже если бы получился бы, я бы не стал бы этим заниматься, потому что это не мое. У многих получилось бы круче, чем у меня. Но я вообще вот с детства вот себя видел как артиста и все. А хотя в одном из интервью ты сказал, что это все-таки больше хобби для тебя. Нет, хобби, нет, нет, уже не хобби, да? Вот сложился такой стереотип, что люди любят только свое хобби, а профессию нет, да, если честно сказать. А я хочу сказать, что я очень счастливый человек, и я счастлив тому, что мое любимое дело, благодаря этому я зарабатываю еще. Это хобби и моя профессия. И то, что тебя кормит, да? Да. Скажи, а участие в конкурсах, оно дает тебе финансовую подоплеку? Потому что, кстати, в Славянском базаре 20. ты получил 20 или 5? 20. 20 тысяч долларов.
Это, по-моему, самый большой, да, на сегодняшний день твой выигрыш? Потому что в каких-то Ну других да. было 7 тысяч долларов и так далее. Да, 20 тысяч долларов. Ну, по-любому, наверное, артисты меня поймут. Все свои заработки я теперь буду вкладывать только в творчество, и все. А раньше не так было? Раньше так было, но теперь-то чуть-чуть возможности изменились. Да, такое. Ну, правильно, нужно развиваться и нужно вкладывать, потому что все-таки творчество требует качественного подхода. Конечно. А как ты дружишь с нашей казахстанской эстрадой? Ну, Или больше так вот по работе соприкасаетесь и не более того? Нет, Друзьями не почему? можешь называть кого-то? ну, я со всеми в хороших отношениях. Они тоже ко мне со всей душой, да. Но из артистов я предпочитаю больше общаться с Алишером Каримовым, да. Он мне как брат, хороший друг, хороший человек, очень простой, доброжелательный. Почему-то многие думают, что он немного звезднутый. На самом деле вообще нет. Это не соответствует действительности. Я с ним уже около 6 лет, что ли. Уже, И он, по-моему, один из тех, кто приехал поддержать тебя, да, на Славянский базар, был он рядом. Да, он был в жюри, в составе жюри детского славянского базара. Да. И там у нас, кстати, хочется сказать, что у нас девочка Луиза Нурхуватова стала обладателем гран-при. Да, это тоже для нас большая радость. Да, но, к сожалению, детский конкурс не показывают по телевизору, поэтому вот теперь надо во всех интервью только отмечать о ней. Димаш, скажи, пожалуйста, а твоя жизнь после Славянского базара изменилась? Кардинально. Это можно сказать, что уснул, ну, не таким знаменитым, а проснулся звездой? Нет, не звездой. Не звездой? Нет. Вот я знаю, что у тебя Но- отношение к тому, когда тебя называют звездой, не очень хорошее. Да. Да? Я не люблю, когда вот каждого знаменитого человека называют звездой. Вот Алишера можно назвать звездой, потому что он проделал большой путь, да, на сцене. 15 лет все-таки уже он до суперстара долго пел еще. И он вообще с 5 лет поет. Можно назвать звездой Розу Рымбаеву. Можно назвать звездой группы Мозарт. Но не как наших молодых артистов. И ты считаешь себя молодым? Ну, я молодой, 21 лет еще. Ну, хотя ты тоже уже немало Ну, поучаствовал. на большой эстраде уже почти 4-й год, уже 5-й год, да, почти со времен победы на Росфанате. Но это еще маленький срок, по идее. А как изменилась твоя жизнь? В чем это проявляется? Ну, стали чаще приглашать на разные проекты, на разные мероприятия, концерты. И предпочитателей моего творчества, так скажем, стало больше. Что сейчас планируешь делать? Скоро осень. Есть какие-то определенные планы? Записать клип, песню? Есть супер новость, Или, может быть, по еще идее. очередной какой-то конкурс? Ты у нас любишь. Нет, не конкурс. Есть суперская новость. Вот в сентябре или в октябре я буду принимать участие на большом концерте мирового значения. Абу Music Song называется концерт. Там будут участвовать все знаменитости международного уровня. И будут показывать в 50 странах мира в прямом эфире. И аудитория концерта будет охватывать Расширится. 4,5 миллиарда людей. И ты в этом концерте. Ну, пригласили. А что будешь петь? Я хочу спеть казахскую народную песню. То есть это на твой выбор, да? Может, Дайдида, может, другой, но я хочу именно народную песню спеть, казахскую. Там Мне каждый кажется, на своем это языке здорово. будет петь. Я слышал, что там будет участвовать группа Girls' Generation, что ли, там молодые люди с ума сходят, да. Очень И- популярная, да, группа? Да, очень популярная. И вообще для меня, прежде всего, конечно, это радость, честь большая с ними стоять на сцене, но мне больше доставляет удовольствие, когда я пою со своими коллегами. С Розой Рымбаевой, с Махпал Женсовой. Вот. На них можно равняться. Ты настоящий патриот своей страны. Мы гордимся твоими Спасибо успехами. большое. Ахжол. И я думаю, до новых, хороших, отличных новостей. Спасибо большое. Димаш, что был у нас в гостях. Спасибо. Ну, а я прощаюсь с вами. До новых встреч. До свидания.